Сладкий запах теплой карамели, потрясающие аттракционы, музыка из любимых мультфильмов и тот самый розовый замок на горизонте. Парижский Диснейленд – это абсолютная магия. Но давайте будем реалистами. Без четкого плана эта сказка очень быстро превратится в нервный марафон по очередям и мощный удар по кошельку. А главное, забудьте все, что вы смотрели или читали раньше. В 2026 году парк пережил грандиозную трансформацию. Дисней вложил в обновление 2 миллиарда евро, и теперь все старые гайды можно просто выбросить. Селяви! Поэтому сегодня я стану вашим личным проводником. Мы взломаем систему обоих парков, затестим новые аттракционы, найдем скрытые секреты и составим идеальный маршрут. Вы узнаете все, чтобы получить максимум эмоций и при этом не разориться. Устраивайтесь поудобнее и добро пожаловать в Диснейленд! Мы с Миленой отметили здесь ее 12-летие и провели 2 незабываемых дня. Поэтому теперь я могу смело поделиться с вами всей самой важной информацией, которую нужно знать перед поездкой в Диснейленд. Без прикрас, с лайфхаками и, конечно, с потрясающими эмоциями. Итак, чтобы ваша сказочная поездка вообще состоялась, первое, что нужно сделать – купить билеты. И тут главное правило – забудьте про кассы. Их на входе больше нет, все происходит строго онлайн. Где покупать? Либо на официальном сайте Диснейленда, либо через крупных проверенных агрегаторов. Никаких покупок с рук или на сомнительных сайтах. Шанс отдать деньги мошенникам и остаться у закрытых ворот огромный. При покупке билета вам нужно будет выбрать фактически только количество дней и парков. Дело в том, что Диснейленд в Париже – это не один, а целых 2 огромных парка. Классический Диснейленд парк с замком из «Спящей красавицы» и Диснейленд Adventure World, где правят супергерои Марвел и магия кино. И я настоятельно рекомендую посетить их оба. Что же касается количества дней, то тут все сложно. Диснейленд настолько большой, что и недели не хватит, чтобы обойти его супердосконально и найти все его секреты. Но если сконцентрироваться только на самых топовых аттракционах, которые я покажу вам в этом видео, то в принципе реально обижать оба парка даже за один день. Хотя давайте я лучше покажу вам в начале все развлекательные зоны, а потом уже вместе решим, сколько же все-таки дней лучше выделить для поездки в Диснейленд Париж. По стоимости дневного прохода заранее прикинуть будет весьма непросто. Все дело в том, что сейчас цена билета динамична и зависит от загрузки в конкретный день. Но чтобы у вас был хоть какой-то ориентир, рассчитывайте примерно на 100 евро с человека в день. Кстати, помимо обычных билетов существуют еще все возможные абонементы, но для обычных туристов, приезжающих на пару дней, они совершенно невыгодны. И еще один важный совет. Старайтесь избегать школьных выходных и каникул, иначе это путешествие вы проведете не на горках, а в очередях, да и по цене это выйдет дороже. Обязательно скачайте официальное приложение Диснейленд Париж. Там есть карта, расписание шоу и время ожидания в очередях в реальном времени. Иначе можете провести 50 минут в очереди на Рататуй, хотя рядом другой аттракцион может быть совершенно свободен. Неплохой идеей будет еще дома привязать к приложению банковскую карту, так как интернет в парке часто не выдерживает толпы. Через него же мы будем бронировать шоу, рестораны, заказывать еду, покупать быстрые пропуски и кучу другого. В общем, штука очень полезная. И еще один важный нюанс. Из-за постоянного использования карты, радара, очередей и, конечно же, селфи-фоточек ваш телефон сядет моментально. А если у вас iPhone, то и вовсе пиши пропало.
Розеток в парке почти нет, а аренда местного павербанка обойдется в 4 евро за час. Поэтому лучше заранее прихватите с собой в такую поездку мощный павербанк. Ладно, с билетами разобрались, теперь давайте пройдемся по жилью. Вариантов проживания здесь огромное множество, но глобально я советую выбирать из 3. Первый – самый лакшери – жить в официальном отеле Диснея. Из плюсов – сказочный тематический дизайн, близость к парку и главный козырь – ранний вход на час раньше остальных туристов. И, кстати, если выберете этот вариант прямо из аэропорта Шарль-де-Голь, сюда идет скоростной поезд. Всего 10 минут, и вы на месте. На ЖД-станции, между прочим, есть недорогие камеры хранения. Можете оставить вещи там, ну или занести в отель. Там для этого все уже продумано. Независимо от вашего времени прибытия, можете просто оставить вещи на ресепшене и идти гулять в парк. Днем ваши вещи занесут в номер, а номер комнаты пришлют в СМС. На ресепшен повторно идти уже вам не придется. Второй вариант более бюджетный. Аренда отеля или апартаментов недалеко от парка. За те же деньги вы получаете куда лучшие условия проживания и комфорт. А ходить пешком до Диснейленда вам все равно не придется. От этих отелей до самих ворот курсируют удобные бесплатные шаттлы. Заранее все продумано. Ну а третий вариант идеален. Если вы приехали не только ради Диснейленда, но и чтобы посмотреть сам Париж, смело селитесь в центре города, а в парк будете ездить на пригородной электричке РЭР. Это красная ветка А. Отправляется прямо со станции метро. Главное, помните, обычный билетик на метро тут не сработает. Вам нужен билет до 5-й зоны. Стоит он около 5 евро в одну сторону. Найти нужную электричку не составит проблем. Просто следуйте за ушками. Прибывать в парк, конечно же, лучше к открытию. Особенно, если вы взяли билет на 1 день. Официально гостей начинают запускать в 9:30 утра. Учитывая дорогу, чтобы быть у ворот к самому открытию, выезжать из центра Парижа нужно примерно в 8, а то и раньше. Но будем честны, в первый день это еще реально, а вот на второй подняться с петухами после выматывающих марафонов по парку – та еще задачка. Для понимания, вот с этой семьей мы вчера ехали в 7 утра в одной электричке, сегодня 11. Планируйте свое время правильно. Фух, с логистикой и формальностями покончено. Теперь идем смотреть самое главное и интересное – аттракционы, ради которых мы сюда и приехали. Как вы помните, парк тут не 1, а 2. Поэтому исследование начнем сразу с главного – Диснейленд парк. Прямо от входа нас встречает главная улица Main Street USA. И здесь мой первый совет. Утром проходим ее без остановок. Все туристы тормозят у ворот ради фото, создавая пробку. Бежим вглубь парка, а за красивыми кадрами вернемся сюда уже позже. Но самое интересное начинается, когда ты оказываешься в тематических зонах парка. Их тут всего 5. Фэнтезиленд – мир сказок. Адвентюрленд – пираты и экзотика. Фронтленд – Дикий Запад. Дискавериленд – будущее и фантастика. Ну и самый Main Street USA, с которого я, собственно, только что познакомила. Официально Дисней заявляет, что здесь аж 53 аттракциона. Но вы не пугайтесь. На самом деле создатели воспринимают слово «аттракцион» в слишком широком смысле, записывая туда и галереи, и прогулочные тропинки. Я тут подвела небольшие подсчеты. По факту полноценных аттракционов около 35. А если оставить только самые лучшие, то выйдет и вовсе 25. И это с учетом всех возрастов. На практике же малышам не подойдут экстрим-горки, а подросткам будут скучные детские карусельки. Вот и выходит, что для идеального дня в парке вам достаточно будет выбрать для себя 10-15 топовых локаций. А чтобы вы не запутались с выбором, сейчас я вам все детально покажу и расскажу. И тут я, пожалуй, должна сделать небольшое лирическое отступление и пояснить, как проходило мое самое первое посещение Диснейленда. Это сейчас я уже такая умная и опытная, могу целые гайды записывать, а тогда я во всех этих аттракционах совершенно не разбиралась. И вообще по натуре была та еще трусиха. Жутко боялась кататься на горках в принципе. В общем,
Моя мелкая радость вначале потянула меня на сказочку о пиратах «Пираты Карибского моря». И я вам скажу, это настоящий шедевр погружения. Вы садитесь в лодочку и отправляетесь в долгое плавание по подземной реке. Вокруг вас разворачиваются просто невероятного масштаба декорации. Пиратский корабль штурмует крепость, стреляют пушки, горят целые города, а в тайниках прячется сам капитан Джек Воробей. Кстати, ловите факт для знатоков. Именно парижская версия «Пиратов» считается одной из лучших в мире. Она длиннее, темнее остальных. В ней есть целых 2 крутых спуска в тьму и уникальные роботы-аниматроники, которые дерутся на мечах. Аттракцион оказался потрясающим. Все было настолько красиво, атмосферно и, как мне показалось, вполне спокойно, что я, само собой, расслабилась. Бдительность мою успешно усыпили, и я наивно поверила, что все аттракционы в Диснейленде будут такими же увлекательными, но безобидными. А затем она таким ангельским наивным голосом говорит: «А пошли сходим на Star Wars». Мам, ну ты же говорил, что тебе нравятся «Звездные войны». «Звездные войны». Я на джедаев и маленького Йоду люблю смотреть, а не на вот этот вот весь беспредел, куда ты меня притащила. 3 мертвых петли. 3, Карл, 3. Вначале вас жестко пристегивают в капсуле, как настоящих космонавтов. Заставляют снять очки, камеры, рюкзаки и все, что только может летать. А потом выстреливают из огромной пушки в стиле Жюля Верна прямиком в космос, где вокруг вас в полной темноте кипит битва с Империей. Минуточку, это не какая-то обычная горка, а второй по экстремальности аттракцион во всем парке. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Прическа дыбом от мертвых петель. Ноги не слушаются, зубы стучат, голос сел от криков. Я была на 100% уверена, что придушу эту мелкую ребеночка сразу, как только смогу отдышаться. И знаете, что в итоге? Мне понравилось. Каталась я потом на этой горке еще не один раз. Одна единственная поездка перевернула мое мнение про аттракционы, и теперь я их фанатка. Так что, мелкие, мотайте на ус. Лайфхак. Как затянуть предков на экстрим. Проверено, работает. Но если этот коварный план не сработает, или вы сами пока не готовы сидеть на крутых виражах, выдыхайте. Все под контролем. Диснейленд идеален тем, что здесь не обязательно быть адреналиновым маньяком, чтобы получить кайф. Чтобы вы понимали, к чему готовиться, давайте разберем местную кухню развлечений. Вообще все аттракционы в Диснейленде можно условно классифицировать на несколько категорий. Первая категория – это истории, что-то наподобие пиратов, которых я вам только что показала. Вас садят в какое-то транспортное средство и погружают в атмосферу одного из сказочных миров. Очень крутая штука, рекомендую. Преимущество таких аттракционов в том, что они красивые и интересные и подходят для любого возраста. А еще там можно снимать, поэтому кадров у меня по ним предостаточно. Чего не скажешь про вторую категорию аттракционов – экстрим. Там снимать как раз нельзя. Экстрим развлечения – это всевозможные американские горки и падения. На карте парка их отличить несложно, у всех есть ограничения по росту. Но не думайте, что парк – это только крайности. Между этими двумя полюсами спрятана целая вселенная развлечений на любой вкус. Также здесь найдется еще и карусели, и машинки, и стрелялки, и целые тематические локации, где можно просто бродить, разглядывая удивительные детали. Аттракционы совершенно разные, так что каждый найдет что-то по душе, от малышей до любителей адреналина. Но, признаюсь честно, мой личный фаворит – это экстрим. Раньше я терпеть не могла американские горки, а Диснейленд буквально перевернул мое представление о них с ног на голову. Секрет в том, что каждый аттракцион здесь – это не просто поездка, а целая мини-история. Все оформлено с такой фантастической тщательностью, что ты погружаешься в собственную вселенную и напрочь забываешь о страхах. И вот уже вместо паники – восторг, а вместо желания быстрее бы закончить – ощущение полета и настоящего удовольствия. Обязательно попробуйте и сами поймете, почему из Диснейленда уходят с улыбкой до ушей.
Правда, это мое самое первое посещение прошло в таком хаотичном порядке. От спокойных пиратов сразу в жесткий космос. А по-правильному стратегия должна быть совершенно иной. Пока основная масса туристов только заходит в парк и делает селфи, вам нужно первым делом оббежать самые высоконагруженные аттракционы. Их список вы сейчас видите на экране. А затем уже, когда соберутся очереди, можно спокойно возвращаться к лайтовым локациям. Ну а мы сегодня с вами будем разбираться со всеми зонами в логичном порядке, двигаясь по часовой стрелке. Топовые аттракционы вы точно не пропустите. Я буду отдельно помечать их для вас в процессе рассказа. И первая наша полноценная зона Диснейленда – это Дикий Запад. Звезда этой зоны и первый обязательный пункт программы – Большая громовая гора. Это очень бодрый семейный скоростной поезд, который будет нестись через заброшенные шахты. Если вы хотели войти лайтово в мир американских горок, то это как раз правильный выбор. Весело и не страшно. Факт для знатоков. Именно парижская версия этой горки считается лучшей в мире. Все потому, что сама гора находится на острове посреди озера. И чтобы туда попасть, поезд на огромной скорости ныряет в темные подземные туннели. Финал там тоже сделали гораздо темнее и эффектнее, чем в других Диснейлендах. Однозначный топ, смело отправляйтесь сюда всей семьей. Сразу после горы идем щекотать нервишки в поместье фантомов. Это классический дом с привидениями, где вас сажают в уютный диванчик и везут по мрачному заброшенному особняку. Сюжет здесь строится вокруг трагической истории невесты, чей жених таинственно исчез прямо в день свадьбы, и теперь ее призрак вечно бродит по дому. Самое крутое начинается еще до самой поездки. В зоне ожидания. Вы заходите в комнату-лифт с живыми картинами, где потолок буквально уезжает у вас над головой. А теперь ловите жутковатый секрет. Когда выйдете с аттракциона, не пробегайте мимо кладбища Бут-Хилл. Там стоят могилы погибших героев во вселенной Диснея. Найдите там одну из могил-гробниц. Прислушайтесь, и вы отчетливо услышите, как внутри стучит сердце. Подход к деталям в парке просто поражает. Вообще в Диснейленде вот этих мелких деталей видимо-невидимо. Создатели специально раскидали по парку множество секретных мест и пасхалок. На данный момент преданные фанаты идентифицировали их более сотни. Все показывать, конечно, не стану, но про самое интересное обязательно расскажу в своем обзоре. Если после экстрима и призраков захочется выдохнуть, садитесь на пароход Тандер Меса, занимайте места у бортиков. Только с воды можно разглядеть секретные сцены. Пещеру контрабандистов, извергающийся гейзер и даже гигантский скелет тираннозавра. На остальные локации Дикого Запада время можно не тратить. Здесь есть детская площадка в стиле вестерн и платный тир. Разве что можете быстро забежать в деревянный форт легенды Дикого Запада. На его верхнем ярусе стоят абсолютно бесплатные телескопы, из которых открывается шикарный панорамный вид прямо на гору и замок спящей красавицы. Дальше, прямо по курсу, у нас экзотический Адвентюрленд. Зона приключений, густых джунглей и восточных сказок. Главный хит этой локации – потрясающие пираты Карибского моря. Но на них мы с вами уже виртуально покатались и все обсудили в начале видео. Так что повторяться не станем, просто напомню, идти сюда нужно обязательно. А вот за порцией свежего адреналина отправляемся на вагонетках на горку Индиана Джонс и Храм Опасности. Это суровый экстрим среди руин древнего храма. В отличие от уже осмотренных «Звездных войн», тут все веселье проходит под открытым небом, что, правда, не очень подойдет для дождливой погоды. Учтите. Важный нюанс для тех, кто боится переворотов. Имейте в виду, у этой горки есть полноценная мертвая петля. Так что держитесь крепче и не забудьте выложить из карманов телефоны. Если экстрим вам не по душе, в зоне Адвентюрленд можно просто красиво побродить. Например, залезть по ступенькам на огромное дерево в хижину Робинзонов. Оттуда, кстати, открывается отличный вид на парк.
Или неспешно пройтись по зачарованному пассажу Аладдина с красивыми анимированными миниатюрками из мультика. И раз уж мы собираем пасхалки, когда будете гулять по улочкам Аграбы, поднимите голову вверх. Флюгеры на крышах сделаны в виде ковра-самолета, джина и волшебного коня. А еще обязательно найдите там ту самую знаменитую волшебную лампу. Потрите ее на удачу, и, быть может, оттуда появится джин. Остальные лабиринты вроде острова приключений смело оставляем детям, которым нужно выбегаться. Ну, разве что не забудьте отыскать там тайную пещеру Бенагана со скелетами и сокровищем. Это очередная диснеевская пасхалка. Ладно, побежали дальше. И вот мы с вами подошли к самому узнаваемому символу Диснейленда – замку спящей красавицы. А значит, добро пожаловать в Фэнтезиленд. Это абсолютный эпицентр магии из тех самых классических диснеевских сказок. Большинство туристов просто делают с ним миллион селфи на главной улице и сразу бегут дальше. Но мы-то с вами уже опытные и знаем, что замок нужно исследовать целиком. Обязательно найдите неприметный вход сбоку и спуститесь в подземелье. Там скрывается пещера дракона. Во тьме прикован огромный 27-метровый дракон, который просыпается, рычит, шевелится и пускает дым. Выглядит настолько реалистично, что малыши иногда откровенно пугаются. После подземелья поднимаемся наверх и заходим внутрь самого замка. На первом этаже спрятана куча невероятно атмосферных тематических магазинчиков. А вот самое интересное ждет нас на втором этаже, в галерее спящей красавицы. Там расположены потрясающие гобелены ручной работы и витражи, которые шаг за шагом рассказывают всю историю принцессы Авроры. И тут тоже не обошлось без секретов. Обязательно обратите внимание на особенное окно с витражной розой. Оно постоянно меняется, превращаясь то в цветок, то в двух переплетенных голубей. А еще найдите там каменного ворона. Достаньте телефон и сделайте кадр со вспышкой. На фото у него зловеще загораются красные глаза. Тут же не забудьте приложить ухо к доспехам. Местная стража внутри сладко похрапывает. Ну и напоследок ловите забавный архитектурный факт. Когда выйдете на балкончик, присмотритесь к золотым башенкам на крыше замка. По ним ползут улитки. Это такая элегантная отсылка создателей к тому, что парижский Диснейленд все-таки находится во Франции. Выходим из замка и сразу бежим на главный хит этой сказочной зоны – полет Питера Пэна. Помните мой список высокозагруженных аттракционов в начале видео? Так вот, это стопроцентный топ. Очереди сюда всегда гигантские, поэтому старайтесь попасть на него как можно раньше утром. Фишка аттракциона в том, что рельсы находятся не под вами, а над головой. Вас сажают в подвесной пиратский кораблик, и вы буквально парите по воздуху над светящимся ночным Лондоном и сказочной Нетландией. Потрясающее чувство полета и погружения. И раз уж мы заговорили про гигантские очереди, самое время поговорить про их ускоритель – платный проход Premier Access. Ну а если выражаться менее дипломатично, то это какой-то полный развод от Диснея. Во время моего посещения просили за это удовольствие от 90 до 125 евро за день. За эти немаленькие деньги вы получаете ускоренный проход на аттракционы. Но, как всегда, есть это пакостное «но». Из 50 аттракционов ускоренный проход будет только к 14. И только по одному разу на каждый. Но и это еще не все. Фишка в том, что помимо этого дорогущего абонемента есть еще разовый ускоренный проход, стоимость порядка от 5 до 15 евро. Если банально перемножить 5 на 14, то окажется, что если покупать премиумы на каждый аттракцион отдельно, то выйдет дешевле, чем купить их оптом. Более того, из 14 аттракционов вы, скорее всего, захотите посетить не все. Плюс не на всех из них будет очередь. В итоге, покупая разовые премиум-входы, вы, скорее всего, потратите раза в 3 меньше, чем если бы, как я, заранее заказали бы полный абонемент на день.
Если после беготни и очередей вам захочется немного расслабиться или у вас есть маленькие детки, отправляйтесь на легендарный водный аттракцион It's a Small World. Вы садитесь в лодочку и отправляетесь в самое мирное кругосветное путешествие, проплывая через все континенты. Вокруг вас сотни очаровательных кукол в национальных костюмах поют и танцуют на фоне ярких декораций. От ледяных фьордов до солнечных джунглей. Это настоящий гимн дружбы народов и, пожалуй, самое доброе место во всем парке. Но будьте осторожны, у этой милоты есть побочный эффект. Заглавная песня аттракциона обладает магической привязчивостью и гарантированно застрянет у вас в голове как минимум до конца отпуска, а то и на пару недель дольше. Я вас честно предупредила, так что потом не говорите, что я не делилась опасными секретами. Дальше идем разминать ноги и делать классные фото для соцсетей в лабиринт Алисы. Главный лайфхак здесь – дойти до самого конца лабиринта и подняться на замок Червовой Королевы. С его балкончиков открывается один из лучших панорамных видов на всю зону Фэнтезиленд. Ну а все остальные аттракционы Фэнтезиленд – это нестареющая классика. Например, невероятно милый летающий слоненок Дамбо, где вы сами с помощью рычага регулируете высоту полета. Детки от него просто в восторге. А также вращающиеся чашки безумного шляпника. Еще обратите внимание на карусель Ланселота с лошадками. Мало кто знает, но часть этой карусели – настоящий антиквариат. Резные колесницы и некоторые элементы были созданы вручную более 100 лет назад, еще в 1917 году и покрыты настоящим сусальным золотом. Так что вы, по сути, катаетесь на реальном музейном экспонате. И не проходите мимо еще парочки отличных семейных аттракционов в этой зоне. Например, Кесей Junior Le Petit Train. Это очень классный цирковой паровозик из мультика про Дамбо, который с ветерком прокатит вас по холмам. А прямо рядом с ним находится Le Puy de Contes de Fées – расслабляющая водная прогулка на лодочке мимо очаровательных миниатюрных сцен из любимых сказок. Также вполне неплохими оказались классические поездки по историям Пиноккио и Белоснежки. Вас сажают в деревянные вагончики и провозят прямо по сюжетам этих мультиков. Из этих двух Белоснежка все же, пожалуй, будет интереснее. А еще у нее есть секретик. Время от времени в окне башни можно заметить злую королеву. Правда, стоит объективно заметить, что с детскими историями в этой зоне, пожалуй, небольшой перебор. Если вы приехали чисто взрослой компанией или с подростками-любителями адреналина, вам тут может довольно быстро стать скучновато. Но вот для компании с малышами Фэнтезиленд – это стопроцентное попадание и самое идеальное место во всем парке. Ну а всем взрослым посетителям самое время прогуляться в самую фантастическую зону парка – Discoveryland. Это территория будущего, каким его представляли великие фантасты прошлого. Механизмы из бронзы, паровые котлы, лазеры и атмосфера ретро-футуризма. Главная доминанта и магнит этой зоны – тот самый суровый космос – Star Wars – гиперпространственная гора. Как я орала на мертвых петлях этого аттракциона, мы уже с вами обсудили в начале видео, так что повторяться не буду. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание, это на совершенно нестандартный дизайн самого аттракциона. Дело в том, что изначально в Диснейленде не было никаких «Звездных войн». Это был классический полет на Луну из огромной пушки, как в романах Жюля Верна. Эдакая дань почтения великому французскому фантасту. Но после того, как Дисней купил студию Lucasfilm, они решили насытить эту зону тематикой Star Wars. При этом саму винтажную пушку полностью разрушать не стали, а просто смешали оба стиля. Получился очень интересный симбиоз. Стимпанк и классическая фантастика снаружи, а внутри современные лазеры и битва с Империей. Кстати, про «Звездные войны». В этой зоне есть еще один классный аттракцион по этой вселенной – Star Tours The Adventure Continue. Приключение продолжается. Это не американские горки, а очень крутой 3D-симулятор полета.
Вас сажают в кабину космического шаттла, надевают очки, и вы отправляетесь в абсолютно непредсказуемое путешествие. Фишка в том, что сценариев полета там больше 50 штук, и система выбирает их рандомно. Так что сколько бы раз вы ни катались, шанс попасть на одну и ту же миссию практически равен нулю. Но не только космосом единым. Прямо рядом находится еще один абсолютный семейный хит – Базлайтер Лазер Бласт. Вы садитесь в вагончик, который едет по маршруту, вооружаетесь лазерными бластерами и начинаете неистово палить по мишеням в виде злодея Зурга и его армии. Далее по курсу у нас Аутопия. Те самые знаменитые бензиновые ретро-автомобили из 50-х, которые Дисней сейчас активно переводит на электричество. По сути, аттракцион очень напоминает старые настольные машинки, только в увеличенном масштабе. В авто у вас найдется педаль газа и руль. Правда, машина все равно едет вдоль металлического направляющего рельса, так что руль тут весьма условная штука. Эту локацию просто обожают дети за возможность хорошенько протаранить бампер впереди идущей машины. И хотя везде висят таблички «не врезаться», это правило мало кого останавливает. Благо, машинки едут на черепашьей скорости, а бамперы мягкие. Так что родители из-за таких мелких ДТП совершенно не волнуются. Еще в этой зоне есть очень красивая вращающаяся карусель в виде планет – Орбитрон. Она похожа на слоненка Дамбо из предыдущей зоны, только вместо слонов вы сидите в ретро-ракетах и точно так же можете регулировать высоту своего полета рычагом. Ну а закончим мы прогулку по зоне будущего в Тайны Наутилуса. Строго говоря, это не аттракцион, а просто прогулочная зона – бродилка. Но нам с девочками она показалась самой интересной среди всех остальных подобных локаций в парке. Вы спускаетесь по старинной лестнице и оказываетесь внутри настоящей подводной лодки капитана Немо из романа «20 тысяч лье под водой». Детализация там потрясающая. Трубы, вентили, капитанская каюта, орган. А самая крутая фишка – огромный экран-иллюминатор, за которым в мутной воде проплывают стайки рыб, а в конце на вашу лодку еще нападает гигантский кальмар. Атмосфера просто 10 из 10. Ну что, мы с вами намотали приличный километраж, досконально исследовали первый парк, так что самое время сделать заслуженный перерыв. Дадим гудящим ногам отдохнуть и поговорим про еду, шоу и диснеевских героев. Так что устраиваем привал. Тем более создатели парка заморочились с местным общепитом так же сильно, как и с американскими горками. Каждая зона стилизирована не только в рамках развлечений и декораций, но и в рамках еды, которая представлена в местных кафе. Карибская кухня, американская, сказочная. В общем, все в рамках своей зоны. Главное правило – столик в хорошем ресторане, особенно на ужин с персонажами, нужно бронировать в приложении за 2 месяца. Места разлетаются моментально. И ловите сразу пару советов. Парк сейчас полностью отказался от пластика, поэтому приборы тут деревянные или съедобные, и они жутко ломаются. Мой совет – киньте в рюкзак свои обычные вилки-ложки. Пригодятся. Ну а для взрослых в поисках обеда порекомендую прогуляться по Мейн-стрит. Тут можно приобрести бокал настоящего шампанского примерно за 20 евро. Причем красивый брендированный фужер вам отдадут в подарок на память. Только представьте, детский парк, розовый замок, а вы стоите на центральной улице и спокойно дегустируете игристое. В других Диснейлендах вы подобное провернуть не сможете. Эксклюзив только для Парижа. Вообще, еда в Диснейленде – это тоже продолжение магии. Цены здесь не дешевые, но зато и лакомства непростые. Угощения часто делают в форме Микки, а тематические рестораны сами по себе как аттракционы. У каждого свой стиль, и в каждом спрятана масса пасхалок. Если не хотите тратиться, то берите с собой бутерброды и водичку. Это не воспрещается. А на сэкономленные деньги лучше купите детям какой-то сувенир. Уверена, они точно оценят подарок. Ну, а еще рекомендация. Атрибутику лучше покупать все-таки у эмигрантов на раскладках.
Как бы 2 евро и 25, разница существенная. И раз уж мы затронули тему своих перекусов, держите в копилку еще один неочевидный лайфхак, который сбережет вам кучу нервов. А еще знаете, в любом кафе быстрого питания вам по просьбе абсолютно бесплатно нальют кипяток. Это супер спасает, если нужно ребенку заварить кашу или дети затребуют любимую лапшичку. Кстати, пока будете гулять по парку с перекусом, обязательно смотрите по сторонам. Да, в приложении есть официальное расписание встреч с героями, куда обычно выстраиваются длиннющие очереди ради одного фото. Но ловите еще один лайфхак. По парку, помимо основных, гуляют особенные персонажи, которые вообще нигде не отмечены. Они появляются внезапно, просто ходят по дорожкам, дурачатся, пристают к туристам и устраивают мини-сценки прямо в толпе. Например, возле того самого поместья фантомов, о котором мы говорили чуть раньше, можно совершенно случайно наткнуться на Микки Мауса в костюме призрака. И еще один секрет для охотников за фото. По вечерам в холлах официальных отелей Disney тоже проходят встречи с героями, и очереди там минимальные. Ну а если ноги уже окончательно отказываются идти дальше, мой вам совет – идите на театральное шоу. Это идеальная возможность упасть в мягкое кресло в огромном зале с кондиционером и минут на 30 полностью расслабиться. Кстати, в приложении вам будут настойчиво предлагать купить функцию Secure Your Seat за 15 евро. Не ведитесь, это уловка. Абсолютно все шоу бесплатные. Для гарантированного места вам просто нужно подойти минут за 45 до начала. А если вдруг вы пришли и зал уже переполнен, не уходите просто так. Попросите у сотрудников пропуск на следующий сеанс, и потом пройдете в зал вообще без очереди. И не пропустите шоу «Микки и волшебник». Мы с Миленой плакали от умиления. Серьезно, Дисней знает, как пробить на эмоции даже самых стойких туристов. Так что запасайтесь бумажными платочками. Ну что, на шоу отдохнули? Теперь нам пора выдвигаться во второй парк, и наш путь лежит прямо через Мейн-стрит, USA. Утром, чтобы опередить толпу на главных аттракционах, мы промчались по ней без остановок. Сейчас же самое время исправиться. Дисней продумал здесь все до мелочей для полного погружения. Например, под окнами пекарен спрятаны специальные решетки, которые распыляют аппетитные запахи свежей выпечки и попкорна. А если прислушаться к закрытым окнам второго этажа, можно уловить звуки уроков игры на пианино или даже жужжание бормашины местного стоматолога. А еще там спрятана целая куча крутых пасхалок. Так что обязательно загляните в крытые галереи Liberty Arcade и Discovery Arcade, которые идут позади магазинов. И, кстати, они отлично спасают от дождя или толпы. В Liberty Arcade за неприметным постером 1886 года скрывается секретная диорама инаугурации статуи свободы с реалистичными звуками толпы на пароходе. А в кафе Market House Deli или парикмахерскую Dapper Dance, если снять трубку со старинного висящего телефона, можно послушать забавные разговоры местных жителей. На самом выходе из Мейн-стрит вам встретится ретро-поезд Disneyland Railroad, который курсирует по периметру всего парка. В теории он должен быстро перемещать вас между дальними зонами и давать отдых ногам. Но на практике из-за гигантских очередей на посадку никакой экономии времени не выйдет. Пешком до нужной точки вы дойдете быстрее. Да и виды из окна весьма посредственные. В основном будете смотреть на кусты и технические задворки декораций. Так что этот аттракцион смело пропускаем. Ну а на этой торжественной ноте мы со спокойной душой прощаемся с классическими сказками и торжественно перемещаемся во второй парк. И раз уж мы оказались на улице, давайте взглянем на всю эту территорию чуть шире, чем среднестатистический посетитель, а если точнее, с высоты пролетающего самолета. Видите этот гигантский, идеально ровный круг из автомобильных дорог? Такая форма выбрана не случайно. Это кольцо работает как жесткая физическая граница сказочного пузыря. Внутри него Дисней спрятал все, чтобы вы забыли о реальном мире. Сами парки, огромную тусовочную улицу Disney Village
тематические отели, искусственное озеро и огромный воздушный шар. А вот за пределами этого кольца остается обыденная суета и транспортный трафик. Это грандиозная и хитрая плановая застройка невиданных размеров и с огромным заделом на сотни лет вперед. Вы знаете, как вообще решалось, где именно во всей Европе появится этот пузырь? В 80-х годах за право построить европейский Диснейленд развернулась настоящая битва между Испанией и Францией. Испанцы козыряли круглогодичным солнцем и морем, но французы пообещали идеальную логистику в самом центре Европы и пошли с козырей. Они согласились специально для Диснея за государственный счет протянуть прямо к воротам парка ветку скоростного поезда РЭР. В итоге Франция победила, но правительство поставило Микки Маусу жесткое встречное условие. Американцы не могут просто приехать, воткнуть свои горки посреди фермерского поля и уехать. Хотите парк развлечений? Стройте нам настоящий город. И Дисней построил. Прямо за южной границей нашего идеального круга находится городок Вал-де-Юрап. Те аккуратные многоэтажки, которые вы видите на карте, это не картонные декорации, это реальные дома, спроектированные архитекторами Диснея. Там живут обычные французы, водят детей в школу и буквально платят ипотеку создателям парка. А еще Дисней отгрохал там гигантский торговый центр и крутейший аутлет La Valley Village с сумасшедшими скидками на люкс. Так что, если магия вас не отпускает, а кредитка еще жива, шопоголикам точно туда. Ну а мы с шопингом пока повременим, ведь наш путь лежит во второй парк Диснея, который расположен буквально через площадь от первого. До 2026 года весь мир знал эту локацию как Walt Disney Studio Park. Но сейчас парк масштабно расширили, дополнили новыми территориями и официально переименовали в Disney Adventure World. Это совершенно другая атмосфера. Здесь мы попадаем прямо на съемочную площадку голливудских блокбастеров, в мир мощных спецэффектов, супергероев и магии анимации. Начинаем мы прямо со входа. Это World Premiere – огромная крытая киностудия в стиле старого Голливуда. Ловим классный киношный вайб, делаем пару кадров среди декораций и не задерживаемся. Мы здесь за настоящим экшеном. На выходе сворачиваем в Avengers Campus, где супергерои Marvel буквально оживают. Если вы пришли за порцией чистого адреналина, то вам прямая дорога на Avengers Assemble. Сразу предупреждаю, это самый жесткий аттракцион во всем Диснейленде. Вас ждет дикое ускорение со старта, мертвые петли и полет в полной темноте вместе с Железным Человеком и Капитаном Марвел. Будьте готовы, вжимать в кресло будет по-взрослому. И сразу на примере этого аттракциона я хочу обратить ваше внимание на крутейшую фишку Диснея – зоны ожидания. Они тут ни разу не скучные и невероятно классно устроены. Вы не стоите в унылом коридоре. Пока вы медленно продвигаетесь вперед, вам рассказывают целую историю. Вокруг мигают высокотехнологичные экраны, играет тематическая музыка, и вы даже встречаете гиперреалистичного аниматроника самого Железного Человека. Все это отлично скрашивает ожидания, и получасовая очередь уже совершенно не кажется такой страшной. А главное, эта очередь вас эмоционально подготавливает, погружая в тематику аттракциона и настраивает на приключения. Как результат, вместо обычного катания на скоростных американских горках в темноте вы получаете абсолютное ощущение реального путешествия через космос с любимыми героями. И это и есть та самая настоящая магия Диснея, которую вы вряд ли посетите в других парках развлечений. После таких космических перегрузок нужно немного выдохнуть, поэтому отправляемся на интерактивный хит «Спайдермен». Кстати, зона ожидания здесь тоже шикарная. В самом начале вас ждет видеопредставление, где Том Холланд лично ведет всех в курс дела. А когда будете идти по коридорам в посадочной платформе, обязательно обращайте внимание на вентиляцию. По ней то и дело пробегают сбежавшие робота-паучки.
Уже на самом аттракционе вас сажают в машинку, выдают 3D-очки, и дальше вы интенсивно начинаете махать руками, стреляя виртуальной паутиной по экранам. Лайфхак для победы. Цельтесь именно в золотых пауков. Они приносят больше всего очков. Пока все стреляли во все, что двигалось на экране, я лупила чисто по ним. Результат – в 2 раза взвела маму, даже не напрягаясь. И еще один обязательный пункт в этой зоне. Загляните перекусить в местный ресторан Stark Factory. Даже если вы не планируете плотно обедать, зайдите туда просто ради интерьера. Прямо в зале стоит невероятно реалистичная статуя брони Марк 44. Тот самый знаменитый Халкобастер в натуральную величину. Выглядит монументально, и фотки получаются шикарные. Из супергеройского экшена мы плавно перемещаемся в яркую зону Worlds of Pixar. Снаружи все выглядит максимально мило. Гигантские игрушки, мультяшные декорации и улыбающиеся герои. Кажется, что это идеальное место для спокойного отдыха с детьми. Но не дайте себя обмануть. Самый обманчивый аттракцион. Речь идет о Crash Coaster. Это один из самых популярных аттракционов в парке, и очереди здесь просто ужасные. Снаружи вы видите только симпатичный панцирь черепахи из «В поисках Немо», но внутри вас ждет скоростная горка-водоворот в полной темноте. Помимо скоростного полета, она в процессе еще и будет неистово вращаться. Ваша вестибулярка будет в полном шоке. Чтобы не стоять полдня в очереди, используйте Single Ride. Это специальная отдельная очередь для тех, кто готов ехать один. Она только на нескольких аттракционах, например, как раз на наших черепашках. Суть проста. В вагончиках часто остаются пустые места, и на это свободное место сажают человека из очереди Single Rider. Вы не сможете сесть рядом со своими друзьями, но зато такая очередь движется в 3 раза быстрее обычной. А если вы с малышом, и он не хочет или не может ехать на экстремальном аттракционе, берите на вооружение еще один лайфхак – Rider Switch. Это работает так. Вы всей семьей подходите к началу очереди и говорите сотруднику «Rider Switch». Один родитель стоит в линии и катается, а второй в это время ждет с ребенком в специальной зоне на выходе. Как только первый закончил, он забирает ребенка, а второй родитель проходит на аттракцион сразу через выход, вообще не выстаивая очередь. Ну а если на экстремальный полет на черепашке вы пока не готовы, то присмотритесь к другой хвостатой звезде Пиксара – Рататую. Обязательно прокатитесь на аттракционе «Рататуй». Это просто волшебство. Ты уменьшаешься до размера крысенка и мчишься по кухне. Этот аттракцион – настоящий технический шедевр. Вы садитесь в беспилотные мыши-мобили, которые двигаются абсолютно хаотично, но плавно, без каких-либо, видимо, рельсов. Поэтому вы никогда не знаете, куда вас занесет в следующую секунду. Самое веселое здесь – это полное погружение в 4D-реальность, когда по сюжету вы проноситесь под тележкой с продуктами или ныряете под плиту, вы физически ощущаете жар от духовки и дуновение ледяного воздуха из огромного холодильника. Воздух вокруг наполняется ароматами свежевыпеченного хлеба и аппетитных специй. Так что после поездки сразу захочется зайти в соседний ресторан. А в какой-то момент вас попытаются помыть на кухне, и вы почувствуете вполне реальные брызги воды на лице. Круто! Зона Pixar вообще оказалась на удивление достаточно топовой. А после масштабной реконструкции парка она стала еще и атмосфернее. Теперь в Toy Story Playland ведет совершенно новый, утопающий в зелени вход прямо с роскошной набережной Adventure Way. Вас встречают гигантские статуи Вуди и Джесси, а все кусты вокруг фигурно выстрижены в форме игрушек. Детализация просто сумасшедшая. Классных аттракционов тут тоже предостаточно. Например, если хотите пощекотать нервы, запрыгивайте на RC Racer. Это огромная оранжевая рампа, по которой вы пролетаете на гигантской игрушечной машинке, ощущая настоящую невесомость в верхних точках.
Для тех, кто предпочитает что-то поспокойнее, отлично подойдет Slinky Dog Zigzag Spin, где вы будете весело кружиться в ритмичном танце на спине у той самой собаки-пружинки. А чтобы взглянуть на парк с высоты, отправляйтесь на Toy Soldiers Parachute Drop, где вас ждет имитация тренировочного прыжка с парашютом вместе с зелеными солдатиками. Подъемы и спуски там довольно плавные, так что это отличный вариант даже для юных путешественников. Тут же рядом можно запрыгнуть на Le Tapis Volant, знаменитые ковры-самолеты Аладдина. Это классическая карусель, где вы сами управляете высотой полета своего ковра, пролетая над яркими декорациями Аграбы. А для самых внимательных в зоне спрятаны пасхалки. На джипе в Toy Story нанесен код 112295, дата релиза в США, а на самолете 27396, релиз во Франции. И напоследок заглянем в мир тачек. И если вы с малышами, можете заскочить в четырехколесные раллийные автомобили. Это добрая карусель, где машинки весело кружатся, меняясь местами на танцплощадке Radiator Springs. А вот аттракцион Cars Road Trip – это уже по-настоящему атмосферная история, которую не стоит пропускать. Вы садитесь в экскурсионный трамвайчик и отправляетесь в путешествие по легендарной трассе 66, где по пути встречаете Молнию Маккуина и Метро. Самая зрелищная часть поездки – остановка в каньоне, где прямо на ваших глазах разрывается голливудское шоу со спецэффектами. Сначала начинается землетрясение, затем огромный бензовоз охватывает пламя, а следом на него обрушиваются тонны воды. Причем все это прямо перед вашим носом, настолько близко, что вы действительно ощущаете жар пламени. Выглядит это очень масштабно, но при этом безопасно и комфортно даже для самых маленьких зрителей. И, наконец, мы дошли до самой громкой премьеры Диснейленда – «Ледяного королевства» World of Frozen. Представляете, Дисней вбухал в эту переделку парка ни много ни мало, а целых 2 миллиарда евро. И это чувствуется в каждой детали. Зона встречает нас новой роскошной набережной Adventure Way, которая ведет к огромному озеру Adventure Bay. Именно здесь теперь проходит самое топовое и передовое ночное шоу Диснея. Это настоящий технологический разрыв. Свет, проекции, сотни дронов в воздухе и, внимание, впервые дроны в воде с пиротехникой. Такого уровня постановки мир еще не видел. Семьям с маленькими детьми по пути стоит заглянуть на «Рапунцель. Запутанная история». Это очень уютный аналог знаменитых чашек из Пиро-парка. Только здесь вы кружитесь в лодках среди сотен магических фонариков из мира Рапунцель. Особенно круто этот аттракцион смотрится вечером, когда загорается подсветка, создается полное ощущение, что вы внутри того самого мультфильма. Да и в целом, вся зона Frozen с вечерней иллюминацией выглядит просто сказочно. Главная же изюминка зоны – это аттракцион Frozen Ever After. Вы отправляетесь в музыкальное путешествие на лодке, которое начинается в порту Эренделла и ведет прямиком в ледяной дворец Эльзы. Вас ждут неожиданные спуски назад и небольшие падения под любимые хиты. Аниматроники здесь последнего поколения. Их движения и мимика настолько плавные, что кажется, будто герои сошли с экрана. Кстати, о технологиях. Именно в World of Frozen можно встретить того самого Олафа. Это первый в мире автономный робот-аниматроник, который иногда выходит поздороваться к туристам совершенно самостоятельно. Выглядит он супер реалистично. А еще его можно увидеть во время крутого празднования шоу на лодках, где он забавно разгуливает по палубе корабля и машет гостям. Само шоу, должна признать, получилось у Диснея очень эффектным. Конечно же, здесь открылся новый ресторан быстрого обслуживания в стиле скандинавской таверны и парочка тематических магазинов, где можно оставить всю зарплату на платьях Эльзы.
А если пойдете дальше, вдоль озера, которое после глобальной перестройки стало настоящим сердцем Disney Adventure World, то наверняка заметите временное ограждение. За ним Disney уже вовсю строит грандиозную саванну из «Короля льва» с гигантской скалой Прайда и совершенно новым водным приключением. По задумке мы будем плыть в лодках-бревнах прямо по подземным пещерам скалы, встречая реалистичных аниматроников и заново проживая всю историю Симбы, вплоть до эпичного водопада в финале. Представляете, это будет первая в мире зона, посвященная Королю Льву. Ничего подобного пока нет даже в американских парках Диснея. Откроется вся эта красота ориентировочно в следующем году, так что повод вернуться в Диснейленд Париж у нас просто железобетонный. Ну а пока львы только готовятся к прыжку, мы с вами отправляемся за чистым адреналином. И напоследок мы подошли к самому мощному и эмоциональному аттракциону во всем парке – легендарной башне ужаса из «Сумеречной зоны». Это настоящее мистическое погружение. Вы попадаете в заброшенный голливудский отель, где когда-то в лифт ударила молния, и все пассажиры бесследно исчезли. Сама зона ожидания здесь отдельный вид искусства. Пыльные люстры, паутина и гнетущая атмосфера старого Голливуда. Но самое интересное начинается в кабине лифта. Вас поднимают на высоту 13-го этажа. Двери на мгновение распахиваются, открывая панораму на весь парк, а затем вы просто проваливаетесь в бездну. Это ощущение свободного падения в полной темноте невозможно передать словами. Это смесь дикого ужаса и неописуемого восторга. Лифт, кстати, не только падает, он хаотично взлетает и снова рушится вниз. Так что вы буквально подлетаете над своими креслами. Мы ходили на него несколько раз, и каждый раз это были самые громкие крики и самые искренние эмоции. Безусловный фаворит и идеальная жирная точка в нашем марафоне по аттракционам. Девочки, а какой аттракцион у вас в фаворите? Девочка в лифте. Лифт. Лифт? Единогласно? Да. Глядя на эти счастливые лица, понимаешь, что ради таких моментов сюда и стоит ехать. Но чтобы у вас остались такие же классные воспоминания, а не чувство бесконечной усталости от очередей, нужно грамотно спланировать свой визит. Так, про все главные аттракционы рассказала. Давайте теперь разберемся, на сколько дней сюда нужно приезжать. Если бюджет ограничен, то можно заказать билет на один день в 2 парка. В целом за день их осмотреть вполне реально. Приезжайте к открытию, и все у вас получится. Главное, правильно распределите время по аттракционам. Вот тот список из Premier Access – это как раз перечень самых топовых аттракционов, которые вы должны увидеть. Смотрите по карте, где меньше очередь, и обкатывайте их все в таком порядке. Если же бюджет позволяет, то лучше приезжайте сюда на 2 дня. Тогда вы сможете неспешно осмотреть всю территорию парков и посетить несколько прекрасных шоу. Диснейленд – это не про спешку, это про эмоции и прекрасные детские воспоминания. И раз уж мы заговорили про неспешно, то самое время перейти к той части магии, которая происходит не на рельсах американских горок, а на сцене и прямо на улицах парка. Первое, что стоит вписать в свой график, это парад диснеевских звезд. Даже если вы приехали за адреналином, поверьте, такое шествие пропустить никак нельзя. Это огромный спектакль на колесах, где герои мультфильмов проезжают на гигантских платформах. Самый эффектный момент – появление механического дракона и спящей красавицы, который реально извергает пламя прямо над толпой. Выглядит это максимально эпично. Но на параде можно не только поймать магию, но и круто сэкономить время, если знать пару тактических хитростей. Первая хитрость – платные места. В приложении можно официально купить доступ в специальную зону. Это для тех, кто не хочет караулить место на бордюре за 40 минут до начала, а предпочитает прийти к самому старту и иметь гарантированно лучший обзор. Вторая – следите за временем. Если не хотите тратить деньги, занимайте место в самом начале пути следования парада.
у ворот рядом с аттракционом It's Small World. Вы увидите всех персонажей и дракона первыми, и пока основная многотысячная толпа на центральной площади только-только слышит музыку, вы уже все посмотрели и можете на всех парах бежать к топовым аттракционам. В эти 15-20 минут, пока еще парад идет, очереди на самые популярные горки резко сокращаются. Это ваш шанс проскочить там, где обычно стоят часами. Ну а прежде чем перейти ко второму шоу, вот вам еще одна важная информация. Зона Фэнтезиленд, где все будет проходить, закрывается примерно на 1,5 часа раньше, чем весь парк, чтобы дать время подготовить фейерверки. Так что, если пропустили там какой-то аттракцион, бегом наверстывать. И вот мы подходим к тому, ради чего тысячи людей остаются в парке до самой ночи. К легендарному вечернему шоу у замка спящей красавицы. Поверьте, даже если к этому моменту у вас уже гудят ноги, этот финал искупит все. Это не обычный салют, а невероятный микс из видеопроекций на замок, танцующих фонтанов, лазеров и, конечно, знаменитого шоу дронов. Когда в ночном небе сотни светящихся точек синхронно выстраиваются в огромные 3D-фигуры героев, это выглядит настолько масштабно, что мурашки по коже обеспечены даже взрослым. Самый главный совет – как только прогремит финальный залп, не бегите со всей толпой к выходу. Это самый стрессовый момент, когда тысячи людей одновременно штурмуют вокзал и парковки. Вместо этого лучше неспешно зайдите в сувенирные лавки на Мейн-стрит. Они работают еще некоторое время после шоу. Там можно спокойно выбрать подарки, пока основная масса народа схлынет. Поверьте, лучше провести лишние полчаса в красивом магазине, чем в душной пробке на выходе. Диснейленд – это место, где даже самый серьезный взрослый снова становится ребенком. Главное помнить, что этот парк создан для эмоций, а не для беготни. Пользуйтесь лайфхаками, не бойтесь очередей и позвольте себе просто наслаждаться этим моментом. Если вам нравятся такие подробные гиды и вы хотите больше путешествий по волшебным местам, обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Так вы не пропустите ни одного видео, где я делюсь самыми сочными секретами туризма. Ведь, в конце концов, все эти очереди, стратегии и лайфхаки – лишь инструменты для того, чтобы увидеть искренний восторг в глазах своих малышей. Диснейленд напоминает нам о самом главном. Детство пролетает очень быстро, и такие моменты – это то, что остается с нами навсегда. Ну а вместо классического прощания я, пожалуй, просто оставлю вас наедине с этой сказкой и покажу еще немного магических кадров с потрясающего ночного шоу. Да и прощаться нам на самом деле рано, ведь впереди у нас еще ой как много приключений по великолепному Парижу. До скорой встречи! Пошли на башню. Балуйте своих детей, балуйте их почаще. Башню, пошли на башню. Пошли в лифт. Пошли мы сейчас сбросим с лифта.